Сегодня клеим, сверлим, красим, готовим торт и смотрим готовый результат. Всем привет! Так как модель Тор М2 была предложена Константином Захаренковым, и так как инициатива наказывает инициатора, то прошу Константина откликнуться для уточнения адреса, чтобы я мог отправить вам Тор. Даю вам сроку ровно 2 недели. Смотрите этот ролик до конца и участвуйте в новой рубрике «Модель для подписчика». Ну а теперь приступаем к сборке Тора. Первоначально мы отделяем все наши крупные элементы от литников, зачищаем их, склеиваем и начинаем, соответственно, с башни. По качеству пластика и подгонки деталей друг к другу у меня, в принципе, претензий нету. Довольно хорошо все подгоняется. Сборка не вызывает сложностей. Согласно инструкции, накидываем все элементы, приклеиваем их. Ничего сложного, в принципе, не вызывает. А в сборке, наверное, могут вызвать затруднения это изготовление сеток. Если есть возможность, то лучше, конечно, купить фототравление. А если пользоваться стандартным набором, который входит в комплект, то, соответственно, вырезаем шаблон из чертежа сборки и по шаблону аккуратно ножиком прорезаем сеточку. И, соответственно, приклеим ее аккуратным слоем клея по краям. Так как на модели имеются вращающиеся элементы, то, соответственно, приклеивать их намертво не нужно. Так как на визире крышки у нас находятся в закрытом состоянии, то хотелось их бы сделать открытыми. Для этого аккуратно подрезаем по диаметру каждую крышку. А с обратной стороны приклеиваем стеклышком. И вот такой результат у нас получается. Затем наклеиваем оставшиеся элементы на башню. Не забываем, что визир и станция наведения у нас вращаются, и намертво приклеивать их не нужно. Так как Тор у меня будет на подставке, то одну крышку оставлю открытой. Станцию обнаружения целей я решил сделать вращающейся. Для этого приклеиваю ее к моторчику и собранный элемент устанавливаю в корпус. Далее мы приступаем к сборке корпуса и гусеничного шасси. В этой части сборки я тоже здесь не вижу ничего сложного. Все элементы хорошо подгоняются и приклеиваются друг к другу. Для того, чтобы нам склеить траки, нам в первую очередь необходимо приклеить на место торсиона. В первую очередь нам необходимо склеить отдельные элементы на ведущей звездочке. Их приклеиваем между собой, но катку приклеивать их не нужно. Аналогичную процедуру мы проводим на натяжном катке. Натяжной и ведущий каток мы насаживаем на оси. И, соответственно, уже поочередно все оставшиеся элементы катков приклеиваем друг к другу. После подсыхания клея спокойно снимаем гусеницу. Для изготовления антенны нам понадобится сделать отверстие в опоре. Затем в эту опору вставляем проволоку. И необходимую длину корректируем, отрезаем лишнее. Ну а далее все, что у нас осталось из элементов, накидываем на корпус и приклеиваем их. Оставляем за бортом только вспомогательный инструмент – топор, лопату и пилу. В местах, где это необходимо, я использовал фототравление, так как некоторые элементы отсутствуют. Модель Тор М2 решил немножко электрифицировать, поэтому изготавливаю ближний свет. Устанавливаю в подфарник светодиод и креплю его мега надежным пластилином. Основная трудность это, конечно, запихать тонкий провод в корпус, но я справился. Затем корпус фары приклеиваем на корпус, а уже стекло будем клеить в последнюю очередь после покраски. И вот так плавно мы добрались к покрасочным работам. Соответственно, прежде чем красить, нам необходимо загрунтовать все наши элементы и модели. Для удобства покраски катков я насадил их на зубочистки и зубочистки воткнул в губку. По диаметру сначала красим в черный цвет, а потом уже боковые части в защитный зеленый. Предварительно крылья выкрашиваем черным цветом и маскируем их скотчем. А затем корпус выкрашиваем в защитный зеленый цвет. Башню также красим тоже в защитный цвет. Но не забываем, что станция обнаружения целей и станция наведения красится в другой цвет. Я использовал цвет хаки. Вот такая покраска получилась. Не забываем покрасить гусеницы в соответствующий цвет.
После высыхания краски не забываем нанести глянцевый лак. После высыхания лака берем смывочку и выделяем необходимые нам элементы. Выжидаем какое-то время, берем White Spirit и начинаем замывать. Не забываем приклеить после покраски ветровые стекла и их крышки. И только после этого уже накидываем все наши оставшиеся элементы вспомогательного характера. Снова возвращаемся к сборке гусениц и катков. Ведущую звездочку и натяжной каток устанавливаем в первую очередь, а затем от края к центру приклеиваем остальные катки. Так как верхняя часть гусеницы у нас немного приподнялась, то на опорные катки наносим клей и приклеиваем ее. Модель у нас сохнет и практически собрана, и можно уже приступать к празднованию. Для этого начинаем изготавливать тортик. Этот тортик будет служить нам подставкой. А чтобы его изготовить, нам необходимо пеноплекс и строительный гипс. Рецепт очень прост. Строительный гипс разводим и наносим аккуратными движениями. Затем на высохшую поверхность наносим клей ПВА и сыпем песочек. Он будет имитировать небольшую тропинку. На остальную часть мы наносим краску коричневого цвета, ну или темно-коричневого. Почему я выбрал этот цвет, не знаю, не спрашивайте. Почему-то посчитал, что именно так и нужно. Тропиночку тоже подкрашиваем песочным цветом. Чтобы наша подставка не напоминала каменную глыбу, то необходимо посеять травку. Травой нам послужит нарезанный мелко лен, предварительно выкрашенный в зеленый цвет и немножко добавлено некрашенного лена. Распыляем клей ПВА на подставку и через сито просеиваем наш лен. Чтобы трава смотрелась более ярко, можно натертую губку сверху также через сито просеять. И предполагаю, что подставка наша имитирует поле для тренировок или для учений, то особо растительности там и не должно быть. Для этого я еще приклеиваю имитацию небольших кустарничков с цветочками. Закрепляем наш эффект лаком и оставляем на просушку. А пока подставка сушится, то начинаем высветлять некоторые элементы на корпусе Тора. Для этого я взял масляную краску желтого цвета, легкими движениями наносил и все это растирал сухой кистью. Ступицы катков, да и сами катки не забываем выделить смывочкой. А если вы задались вопросом, почему номер Тора 87, попробуйте угадать и ответ напишите в комментариях. После всех наших манипуляций покрываем готовую модель матовым лаком и откладываем ее на просушку, а затем снова приступаем к подставке. На подставке Тор будет имитировать движение и выпуск ракеты на ходу. А для этого нам необходимо от ракеты сделать шлейф от сгорания топлива. Может быть, я и неправильно его называю. Пусть на данный момент останется его название таковым. На каркас проволоки наклеиваем вату и с помощью клея ПВА и фиксируем ее. И также для фиксации используем лак для волос. После того, как мы добиваемся необходимого объема, можно приступать к покраске. В верхней части, где непосредственно сжигается топливо, мы красим желтый цвет и оранжевый. Затем мы возвращаем Тор на подставку и начинаем делать имитацию пыли. Пыль мы также изготавливаем из ваты. Для фиксации ваты используем лак для волос, не забывая при этом прикрыть модель. Ну а далее берем песочный цвет и начинаем закрашивать эту вату. За кадром этот же цвет я нанес на саму модель Тора, как бы имитируя пыль на корпусе. Предварительно вот такой результат у нас получается.
Не знаю, как правильно называется, но пускай будут, что это шахты для ракет. Воспроизведем их в месте, где у нас осталась открыта крышка. Базовым цветом идет смесь двух цветов, это защитный зеленый и желтый. Остатки масок от вертолета Ми-8 идеально подходят под размером. Соответственно, под одной крышкой их находится 8 штук. Выделяем эти шахты черным цветом. Я так понимаю, что 4 секции связаны между собой, и имитация имеет перекрестие красного цвета. Затем покрываем все матовым лаком. И сборку Торрем 2 на подставке объявляю завершенной. И о самом главном, так как это видео у нас первое в рубрике «Модель для подписчика», и соответственно, чтобы продолжить эту традицию, в комментариях оставляйте свои предложения по моделям, что бы вы хотели увидеть на моем канале и соответственно у себя на полке. Через месяц подведем итоги и узнаем, для кого будем собирать следующую модель. А в случае, если Константин у нас не объявится в течение 2 недель, то этот Торрем мы переразыграем. А на сегодня у нас все. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Желаю всем удачи!